Всем привет! Хочу с вами поделиться одним видеороликом по демонтажу советской напольной плитки. Возможно, этот способ вам окажется полезным, и мой видеоролик вы возьмете на заметку. Суть такая, вот своими силами начал делать ремонт в туалете, и вот столкнулся с такой работой, как демонтаж напольной советской плитки. Те, кто сталкивался с такой работой, знают, что эту плитку очень сложно оторвать от клея. А те, кому только предстоит выполнить эту работу, скорее всего, слышали уже это от тех, кто уже с этим сталкивался. Я, в свою очередь, вооружился самодельным зубилом, молотком, лопаткой, ну и, собственно, самим перфоратором. И приступил к демонтажу плитки. Да, вот тут вот с краю плитку было хорошо поднимать. То есть она здесь легко отрывалась от клея, потому что здесь была возможность зацепиться вот так вот за нее с краю. Но после того, как вот эта вся плитка, начало ее отбилось, остались вот такие вот края, где зацепиться, по сути, за плитку, сейчас попробую найти, вот, например, вот этот край, где зацепиться лопаткой за плитку очень сложно. Независимо от того, под каким углом подходите к работе, то есть к вот этому демонтажу, да, сбитию, вот эта вот лопатка, она просто соскальзывает. Получается, я где-то вот 4 плитки здесь вот сбил легко, а потом моя работа стала. Все, получается, да? Я начинаю сбивать дальше плитку, у меня лопатка соскальзывает, и как бы получается так, что шума много, а толку мало. И вот тут я призадумался. Есть плитка, задача ее сбить, а как сбить, я не знаю. Лопатка, получается, ее не берет, она соскальзывает. Зубило самодельное, оно вообще моментально становится тупым. Тоже не подходит. И для меня эта задача стала какой-то нерешаемой. Да и к тому же соседей не особо хотелось злить вот этими ударно-сверлющими всякими звуками. Вот. Хотелось все-таки КПД как-то повысить, а уровень шума уменьшить. Ну или хотя бы уровень шума остался, чтобы прежним, но КПД повысилось. И тут я обратил внимание на то, что у меня есть сверла. Сверла по бетону и по камню. Тут, смотрите, победитовый наконечник есть. Это, в общем, такой твердый материал какой-то там. Я особо в это не вникал. Но суть в том, что вот эти сверла подходят для сверления вот кирпичей, к примеру. Там где-то что-то, стяжку можно просверлить, к примеру. Камень там, ну и тому подобное. Бетон, вот, кстати. Вот эти сверла, да, вот сверлят еще и бетон. Ну и значит, я так подумал, что если попробовать взять в плитку вот это вот, кстати, то, что вы увидите здесь сбитое, это не благодаря там лопатке какой-то или зубилу, это все благодаря вот этим сверлам победитовым. Смотрите, значит, что я сделал. Я взял сверло на шестерку. Это 8 здесь, но тем не менее, просто на примере. Взял вот плитку, значит, насверлил в ней отверстий. Ну, к примеру, вот в эту взять. Насверлил, значит, в ней отверстий. И потом сверлом на 8 или же там еще какой-нибудь на 10, то же самое, победитовое взять. Взял, получается. И вот этим кончиком сверла уже мог спокойно подлезть в любое место, даже в том числе гладко. И потихонечку, по кусочку, вот отдельному, я начинал сбивать в плитку. То есть, смотрите, я сделал много отверстий в плитке. Плитка уже стала не цельной, скажем так, а разделена уже была, скажем так, на кусочки. И я потихонечку, по кусочку, по одному, вот так вот аккуратно начал производить демонтаж. И все у меня стало получаться. То есть уровень шума остался прежний, но КПД повысилось. Сейчас я вам покажу это наглядно.
Вот вы сами видите, отверстия плитки уже засверлены. И где-то она уже сама по себе даже стала откалываться. То есть мне не нужно было даже прибегать к тому, чтобы другим сверлом где-то ее вот так вот добивать, чтобы можно было ее содрать с клея. Чем хорош еще этот способ со сверлением? Чем еще хорош этот способ со сверлением? Потому что вот эта вибрация, которая идет от перфоратора на плитку, она уже воздействует на нее. И плитка сама по себе уже за счет вибрации где-то начинает отходить от стяжки. Вот. А во-вторых, еще какой большой плюс именно вот этого вот способа. Плитка уже становится не цельная, а видите, она как бы поделена уже отчасти на кусочки. И потом каждый вот этот вот кусочек потихонечку, помаленечку, по зернышку, по семечку, вот так вот, да, начинаем поднимать, подбивать другим зубилом. Ой, не зубилом, а сверлом. Вот. Ну, сейчас я покажу вам дальше, как это все буду демонтировать. Потом, когда вы переведете перфоратор в режим только вибрации вот этой вот, да, чтобы можно было сбивать плитку. То есть сюда, тут вам будет удобно браться за ручку, за сам перфоратор и потом подлазить вот этим вот острием за край плитки. Можно будет легко зацепиться и произвести дальнейший демонтаж. Все, осталось лазерным уровнем посмотреть это все дело, то есть все вот эти вот бугры, которые оставались от клея, их просто посмотреть под лазерным уровнем, какие сбивать нужно, какие не нужно. Ну и все, и можно будет приступить к укладке новой плитки. Вот такой вот способ. Как вы считаете, этот способ имеет право на жизнь? Я считаю, что этот лайфхак должен набрать 1 000 000 просмотров. А как считаете вы? Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Вот и все. Всем пока и до новых встреч. Вы еще здесь? Тогда я иду к вам. А для тех, кто досмотрел мой видеоролик до конца, пару слов о следующем видео, которое у меня выйдет на моем YouTube канале. В руках у меня автомобильный компрессор для подкачки шин. На него выйдет обзор, разбор, проверка. Все, в общем, как мы любим. Разберем, посмотрим, из чего он состоит, что он может. Вообще я его купил не по прямому назначению, то есть не для подкачки шин. В первую очередь я его купил для других целей. А что это за цели и вообще для чего я его купил, вы узнаете в следующем видео, которое у меня выйдет у меня на канале. В общем, а теперь все. Всем пока. Кого заинтересовал этот компрессор, ждите выхода следующего видео. Ну а я пошел к вам.